Друзья, я ругаю себя за то, что мужчины до сих пор продолжают совершать детские ошибки в отношениях с девушками. Этот случай абсолютно точно должен войти в историю, как не надо делать. Сейчас я хочу, чтобы каждый из вас отбросил все свои дела, выделил 10 минут и досмотрел это видео до конца. А еще лучше поделился со своим другом, чтобы он тоже был в курсе. Только послушайте, это действительно интересно. Встречались с девушкой в общей сложности 3 года с начала нашего знакомства. Жили 2 года вместе. Познакомились на работе, она сама подкатывала, я ее френдзонил. Но в какой-то момент влюбился, и все было отлично. Понимаете, влюбился. Очень часто писала, мы много гуляли, хорошо проводили время. Были и взаимные подарки. В общем, я счастлив. И здесь хочется сразу спросить тебя, почему ты так неосознанно подходишь к отношениям? Что для тебя отношения, что они означают? Ну, судя по тому, что ты написал, для тебя отношения – это синоним счастья. Но давай проанализируем, а на чем базируется вот это ощущение счастья, эйфории? Ну, конечно же, на гормончиках, на наших любимых. Дофамин, эндорфин и так далее. Так вот, если брать это во внимание и понимать это, то к тебе приходит осознание, что вот этот гормональный фон, он всегда конечен. И когда-то гормончики рано или поздно скажут «бай-бай», а мы пошли спать. А теперь давай подумаем, что такое стабильные, долгоиграющие отношения. Ключевое слово «стабильные». То есть там нет пиков вот этих эмоциональных. Там нет яркого ощущения счастья или яркого ощущения какой-то депрессии, негатива. Там нет ссор, там нет выяснения отношений. Ну, то есть на разных плюсах эти два состояния. Если в первом случае это ощущение счастья конечно, а значит и отношения конечны, то во втором случае, когда все стабильно, то это имеет смысл и к этому нужно идти. Это единственный путь. Одно без другого не существует. Ладно, женщина, такова ее суть. Ну, что с нее взять? Но заимствовать эту женскую модель поведения и придерживаться ее, ну ты же мужчина, в конце концов. А где твоя осознанность? Где твое стратегическое мышление? Конечно, проще всего окунуться в этот омут с головой и надеяться, что это будет длиться вечно. И ваши гормончики будут бесконечно танцевать диско и пить энергетики. Но реальность другая. Важно понимать, а что ты хочешь от отношений. Пока я вижу, что ты хочешь именно вот, так скажем, бездумного увеселения. Если ты ищешь счастье, если ты хочешь быть счастливым, найди его в своем деле. Найди этот смысл, но не наделяй этим смыслом женщину. Это лишь твой наемный работник, который привносит комфорт в твою жизнь. Если грубо выражаться. Она может улучшать твою жизнь. А взамен, в качестве благодарности, она получает от тебя защиту, безопасность, комфорт в том числе тоже, стабильность, если она ей нужна. В данном конкретном случае, забегая наперед, не нужна. Но за косяки, за деструктивное влияние на эти отношения обязательно нужен спрос. Безнаказанным это оставлять нельзя. Ну а если женщина ищет эмоций только, то она априори недостойна твоего рассмотрения как кандидатки на спутницу, которая пойдет с тобой дальше по жизни. Так должен мыслить осознанный мужчина. Это я говорю, чтобы ты был в курсе. Так, далее. С Нового года я заметил, что она стала более холодной. И в какой-то момент высказала мне претензии, что я недостаточно уделяю внимания. Тут моя ошибка. Мы работаем вместе на одной работе. Все превратилось в рутину. Ну, открою тебе тайну. Для многих уже, конечно, это не секрет. Так женщина говорит для того, чтобы объяснить прежде всего себе, почему я потеряла к нему вот это ощущение влечения, чувства, эмоций. Наверное, он мало уделяет мне внимания. То есть она так думает. Это первое. И второе, для того, чтобы объяснить, почему она скоро от тебя уйдет. То есть, когда это случится, она тебе это преподнесет так, ну вот ты не уделял мне внимания, поэтому вот мы расстаемся.
Что здесь интересного? Какие ошибки? Зачастую мужчины воспринимают это как руководство к действию. То есть женщина сказала, мало уделяешь внимания, значит, надо уделять это внимание. Найти время, значит, пожертвовать своей работой, своими делами, своими амбициями в достижении чего-то. И стать более удобным, более комфортным, быть рядом. Ну, раз она это говорит, мы же мужчины мыслим логически в основном. Соответственно, что женщина говорит, мы это пытаемся сделать. Поэтому здесь важное правило какое? Нужно слушать не что говорит женщина, а понимать, почему она это говорит. Вот в чем секрет. Мы не воспринимаем ее слова как руководство к действию. Она не твой друг, с которым можно договориться, поговорить, обсудить, прийти к компромиссу. К сожалению, не все мужчины до сих пор понимают, кто такая на самом деле женщина. И что медведь имеет больше схожести с нами, чем она. И я попытался изменить что-то. Мы стали больше проводить времени вместе. В конечном итоге мы помирились. И все вроде бы стало хорошо. Что-то мне подсказывает, что нет. Но примерно через неделю она с утра выкатила, что нам нужно расстаться, так как не чувствую больше любви. Здесь хочется поставить такую заставку с веселой музыкой. Кино закончилось. Для тех, кто в теме, для тех, кто прозрел, избавился от оленей прошивки, такой финал вполне закономерен, согласитесь. И предсказуем, что немаловажно. Мужчина повелся на то, что женщина ему говорит, но нужно ли было это внимание, избыток этого внимания женщине на самом деле? Нет, не нужен. Для женщины важнее испытывать любовь, испытывать эти чувства самой. А для этого абсолютно не важно, насколько ты чрезмерно оказываешь ей внимание, насколько ты даешь ей избыток своих чувств. Скорее, это действует с точностью да наоборот. Здесь же, выполнив все ее капризы, претензии, ты просто-напросто подтвердил, закрепил вот эту свою ведомость. Она это абсолютно четко и ясно увидела. И чувства окончательно исчезли. По-другому и быть не могло. А вот если бы ты начал действовать правильно, еще на этапе претензий, если бы ты предпринял правильные шаги, правильную стратегию, то ситуацию еще можно было исправить. А сейчас же здесь нужна полная реанимация отношений. Потому что женщине необходим перезапуск этого гормонального фона. И тогда снова можно попытаться что-то выстроить, какое-то влечение к тебе как к мужчине. Так, я согласился, было очень грустно. Она собрала вещи, я не смог выдержать и распустил нюни. Она обняла и уехала. Начал работать над собой, сбросил 10 килограмм. Хожу гулять по вечерам. Хорошо, что ты это делаешь. Хорошо, что ты не сидишь на месте, не страдаешь. Это уже плюс. Но здесь один важный нюанс, который я должен отметить. И хочу, чтобы ты это зафиксировал. Что тебя подтолкнуло к тому, что ты начал работать над собой? К тому, что ты начал заниматься своим телом, да, сбросил 10 килограмм, в спортзал, наверное, пошел. Но ведь тебя к этому подтолкнуло именно расставание. Именно она, эта девушка. А я убежден, что мотиватором для собственных трансформаций и изменений должен быть ты сам. Это должно базироваться прежде всего на осознании своих ошибок, полном переосмыслении вообще жизни и отношений с женщиной в частности. Вот что для тебя должно быть волшебным пинком. Ну и, конечно же, понижение значимости здесь тоже необходимо. Для этого есть также пошаговые инструкции, которые позволят довольно быстро занизить значимость. Буквально через неделю-две женщина уже перестанет для тебя быть чем-то значимым. И новые события начнут заполнять твою жизнь. О нашем расставании она не сказала своей маме, к которой переехала обратно. Мама в шоке, все в шоке. Далее я отдал частично вещи через ее маму. А вот сегодня она приехала сама, девушка. Я попытался организовать романтик, розы и так далее. Зачем? На что это повлияет? Если подумать головой, почему женщина ушла?
Потому что потеряла чувство. Логично? Логично. То внимание, которое она просила, якобы его не хватает, она получила? Да, получила. Она получила от тебя какую-то близость. Возможно, ты тоже организовывал ей всякие блага. Да, в том числе и романтики. Возможно, цветы дарил. Повлияло ли это как-то на конечный результат? На то, что ее чувства реанимировались, и она передумала расставаться? Нет. А здесь ты снова это делаешь. Вот насколько мужчина неосознанно мыслит в состоянии зависимости. Я хочу, чтобы каждый сейчас это вот увидел и зафиксировал. Она сказала, зачем? Собственно, и логичный вопрос. Даже она сказала, зачем? Зачем ты это делаешь? Это ведь ни на что не влияет. В общем, пообщались на тему работы и так далее. В этот раз она уже охотнее общалась, чем до этого. Это потому, что она ощутила некую свободу, смогла вздохнуть полной грудью, потому что ты не душил ее вот этим своим отношением, своей любовью чрезмерной, неадекватной. Она просто почувствовала облегчение, что никто на нее не давит, что ей не нужно изображать из себя, выдавливать вот эту любовь, эти чувства, эмоции, которые она не испытывает. Она этому рада на самом-то деле. Я зачем-то начал говорить о том, что можно все вернуть, и любой уголек, если в нем что-то тлеет, можно разжечь. Она ответила, что мы теперь друзья. Мама ее пытается достучаться до нее, говорит, что она очень на меня обижена и давала шанс, а я его просрал. То есть, что мы видим? Ты уже априори виновен, 100% виновен. Уже даже не обсуждается иное. А в чем, хочется спросить? В том, что ты прислушался к ней, с пониманием отнесся и попытался наладить эти отношения? В этом ты виновен. К сожалению, в силу неадекватности своего восприятия, в этом состоянии нуждаемости, ведь это болезнь, ты не замечаешь всех этих несостыковок и всему веришь. И после я написал ей вот это. Я так понимаю, это прощальное СМС, так скажем. Да, хорошо, что мы поговорили. Мы оба наделали ошибки. Но надеюсь, что ты все же поймешь через время и одумаешься. А я с теплотой вспоминаю все моменты, даже когда мы ругались. Это человеческий фактор допускать ошибки. Если будет желание, пиши и заезжай в гости. Я буду рад. Я буду ждать этого момента. На 1000% уверен, что все меняется, а мы нет. И все можно изменить. Имеет ли смысл писать вообще прощальные письма? Имеет, но нужно понимать, для чего ты это делаешь и зачем, и к чему это приведет. То есть здесь письмо, оно абсолютно ни на что в итоге не повлияет. Это сообщение дублирует просто всю ту зависимость к девушке, которую она и так, в принципе, знает. Она поэтому и ушла. А ты еще больше здесь, если перевести на русский язык, ты говоришь, да, я виноват. Непонятно, правда, в чем, но я виноват. Но ты как нагуляешься, приходи, а я буду тебя ждать. Я ни с кем не буду строить отношения, я ни на кого не буду смотреть. Я не буду заниматься своей жизнью. Я не буду меняться. Я просто буду тебя ждать. Какая женщина захочет вернуться к такому мужчине? Если рассматривать момент, когда стоит написать сообщение, то нужно понимать, зачем и как это повлияет на то, чтобы она вернулась. Например, здесь можно было вовремя применить стратегию игнора, и она бы сработала как нельзя лучше. Например, мы пишем сообщение, что да, хорошо, что мы поговорили, но вместо вот этого всего написать, например, что для меня это был полезный опыт, приятный, ты хорошая девушка, тебе много положительных качеств. Да, я не оправдал твоих ожиданий, но я уверен, что ты обязательно встретишь того самого, кого полюбишь, и обязательно будешь счастлива. То есть сообщение, которое как бы ставит точку. Ты ставишь точку. Причем ты ее ставишь не только для нее, но ты ставишь для себя прежде всего. Ты пишешь это сообщение для того, чтобы не думать о ней. Это первый шаг к понижению значимости. Потому что если ты написал, что ты будешь ее ждать, ты подсознательно себе зафиксировал, что ты и будешь ее ждать. А как ты понизишь значимость? Как ты ее
разлюбишь. Именно это основа, это база для успешного возврата. Если уж ты пишешь здесь: помогите, пожалуйста, я очень ее люблю и хочу вернуть. И улучшить все, что было. Но улучшать — это не твоя задача. А вернуть я тебе сказал, как нужно было сделать. Первое. Правильно написать сообщение. Вообще перед этим нужно было правильно выйти из этих отношений. Первым желательно. Но хотя бы написать смс, которая бы работала, это очень важно, если уж ты хочешь вернуть. Хотя возвращать девушку, которая зависит исключительно от эмоций, я лично не вижу смысла. Потому что отношения, которые базируются на этой страсти, это априори не длительные отношения. И то, что ты ведом на эту страсть, тоже тебя не красит как мужчину. Все-таки пора мыслить более объективно, стратегически, ставить правильные цели в жизни, не наделять женщину своим смыслом прежде всего. И тогда они сами к тебе потянутся. Нужные, правильные женщины, которые захотят присоединиться к твоей жизни и быть частью нее. Я благодарю каждого из вас, кто досмотрел это видео до конца. Уверен, оно было полезным. Оно дало понимание того, как нужно делать, как не нужно делать. Если хотя бы чуточка этого понимания к вам пришла, этого осознания, этого прозрения, это уже очень и очень хорошо. Будем на связи.